Мы находимся на трассе М4 Дон и едем вот туда вот в сторону Воронежа. Едем мы к бабушке Марии Тимофеевны, потому что сегодня у нас должна решиться, точнее уже завтра, история с вагончиком. И я надеюсь, у нас получится уже вагончик ей отвезти. А тем временем мы отправляемся совершенно в другое место. Если бабушка живет 700 километров от Москвы на юг, то мы едем 700 километров от Москвы на север. То есть где-то 1400 километров между местами разница. Те зрители, которые следят за каналом, следят за историями, знают и уже догадываются, куда мы едем и что сейчас будет. Короче, оказывается, почему-то в Питер нужно ехать с Курского вокзала. Это вообще жесть. До выхода 15 минут, походу, я не успею никуда вообще сегодня. Метро прыгаю. А вход в метро с другой стороны, да, не подскажете? Блин, я был уверен, что из трех вокзалов, оказывается, в Питер это Курская. Почему-то. Сегодня я не успею. Еще. Это отправление 10 минут. Может, успею. Курская. А Курском вокзале не знаете куда? А Курском вокзале не знаете куда выйти? Куда можно? Блин, сил нету. Вообще не могу бежать после лестницы. А 7-й путь куда не подскажете? Сюда, что ли? Потому что... Высокоскоростной поезд 758 Сапсан. Отправляется на третью платформу 7-го пути. Высокоскоростной поезд 758 Сапсан. Отправляется на третью платформу 7-го пути. А сюда на Сапсан. Успел. Охренеть. Успел. Фух. Успел. Провожающие всегда у нас вышли до отправления поезда менее 1 минуты. Офигеть. Это все по-настоящему. Просто жесть. Успел. Вагон 9, место 11. Все, поехали. Сейчас Димон удивится.
Я успел. А я снимаю без Рома, отправился тоже. Я просто убежал и все. Туда куда-то. Видишь, как я мог? Надежду потерял. Просто жесть. Ты в другой вагон зашел? Да. Вообще никого не было, я просто нашел еще. Ты уже пишешь, ну как успел? Мы едем в Питер. Это площадь 3 вокзалов, правильно же? Нет, оказывается, сейчас мы выезжаем из Курского вокзала. Почему так, я не знаю. Почему вчера мы с Димой это обсудили, ну странно. Но я подумал, что типа Курский тоже на площади 3 вокзалов. Ну, с Комсомольским перепутал. И думаю, приехал сюда, наверное, там... Я снимаю, думаю, сейчас в сторис запишу, что все, не успел. Знаешь, где я дыхал потерял? Все, сказать? На эскалаторе. Там эскалатор километра 3 вверх. Я через ступеньку. Километр ты. Не, серьезно. И после него я вышел, я понял, что я опаздываю, а не могу вообще. Я иду по переходу просто. А потом побежал опять. Просто у нас все так четко, прям по времени в эту неделю. Ну что ж, ладно, нам просто повезло. Как вы понимаете, мы едем в Питер. Мы тем временем подъезжаем уже к Воронежу. И у нас по плану, что завтра мы повезем бытовку бабушки Марии Тимофеевны. Но сейчас связались с ребятами, которые строят эту бытовку, со строителями. Они сказали, что завтра у нас точно не получится. Не получается, не успевают они. Послезавтра тоже под вопросом, а мы уже, ну то есть, чтобы вы понимали, вот, 28 минут осталось ехать, мы прям вот уже около Воронежа, уже сюда приехали. Все идет не по плану, но понятно, потому что там непростая работа, бытовка не самая обычная, не самая типичная, и, ну, тоже их можно понять, здесь никаких претензий к ним нету. Но в любом случае мы едем, сейчас постараемся разрулить ситуацию, посмотреть, чего как, получится, не получится. Завтра утром уже придем на место, будем все смотреть. Для вас это прям мгновение, для нас целая ночь и новый день. Ночь. Воронеж. У нас просто, не терпится, мы решили все равно приехать, посмотреть сюда, как здесь идут дела на площадке. Вот так идут дела. К большому сожалению, находясь не в Воронеже, находясь в Москве, очень сложно контролировать. Расстроились, мало что сделано, откровенно сказать, за 2 недели. Но, в общем, вроде все понимаем, но, в общем, грустно немного. В общем, мы приехали в Воронеж для того, чтобы завтра вручать этот домик, да, эту бытовку. Не получится это завтра делать однозначно. Послезавтра точно меняем все планы уже. Завтра съездим к Марии Тимофеевне. Ну и будем как-то тут вот, чтобы прям все было вот быстрее делалось. Завтра утром. Мы в Питере. Эта футболка промокла насквозь, потому что я бежал марафон. Эта футболка, которую я сейчас одел, она особенная. Она как раз посвящена той истории, ради которой мы приехали. И сейчас мы отправляемся к машинаторам. Подскажите, а какой это город? Здесь Петербург. Петербург. Спасибо. Утро следующего дня. И мы сейчас подъезжаем к месту, где происходит строительство бытовки. То чувство, когда приезжаешь на объект раньше, чем там рабочие. Такое чувство интересное. Да, ну ладно, ждем. В данный момент мы общаемся с рабочими, устанавливаем уже четкие сроки.
чтобы все было готово тогда, когда мы запланируем, тогда, когда нужно всем, чтобы ни для кого это не было прям вот неожиданностью. Я верю и надеюсь, что у нас получится. Мы сели в машину и сейчас стартуем к бабушке Марии Тимофеевне в деревню. Дима, как всегда, за камерой. В этом видео мы находимся сразу в двух местах. Причем эти места находятся на огромнейшем расстоянии друг от друга. Одно место — это север, Питер. Другое место — юг, еще южнее, чем Воронеж. И там идет процесс. В одном случае это восстановление 21-й Волги, в другом случае строительство вагончика для бабушки Марии Тимофеевны, к которой мы сейчас здесь вот отправляемся. А как дела в Питере? PJ Motors. Мы, короче, попали в какой-то просто мир автосервисов. А не знаешь, где машинатора? Кто? Не знаешь такого машинатора, не знаешь? Не. Не знаешь? Что-то страшное. Да блин, согласен. Макс сказал, что подъедет на самокате. На самодельном самокате. Некоторое время назад мы взяли на восстановление редкую 21-ю Волгу. Машина в ужасном состоянии, и вместе с нашими друзьями, с машинаторами, мы хотим дать ей новую жизнь. Соль этой истории заключается в том, что владелец ничего не знает о том, что мы задумали. Он думает, что он отдал нам машину для того, чтобы она участвовала как декорации в съемках фильма. А все это время сюрпризом для него мы восстанавливаем его друга. Машину, которая для него на самом деле очень много значит. Во, я вижу очень классную машину. Красный Альмер. А мы, да, красный Альмер я имею в виду. Какая хорошая, а? Да, ну что у нас изменилось в машине? Во-первых, цвет. Вы уже видите, уже прорисовывается зеленый цвет. Приподняли немножко. Вот, да? Цвет неожиданный, да? Да, вообще, неожиданный и неожидаемый. Знаете что, мы же с Димой постоянно ездим по деревням, и дороги там оставляют желать лучшего. Внедорожник – это вот прям то, что нужно там. Вот я думаю, что вот эта машина, такой ламботрак, это прям вот предел мечтаний многих. Если говорить про буханку, то это как раз вот то, что вот не так комфортно. Но я думаю, что все может измениться, когда ребята, машинаторы, построят новый автомобиль, я сейчас говорю про буханку, с совершенствованным дизайном. А пока расскажу вам, как можно с помощью наших хороших друзей из сервисов Авито и Автотека подобрать себе машину. И как раз на примере буханки я покажу вам, как это работает. Заходим на Авито. Здесь мы выбираем транспорт, автомобили и далее УАЗ. И видим множество вариантов. Нам приглянулось одно объявление, сейчас вам его покажу. Это УАЗ, 2011 год, цвет серый, цена 195 тысяч рублей. И хозяин пишет здесь, что подвеска у него новая, двигатель в порядке. И далее он пишет, тут в описании прям это указано, что ржавчинки, прям так и написано, закрашены были сразу. Но что же находится за визуальной частью машины? Давайте проверим это в автотеке. Берем отчет. И здесь мы в отчете в этом видим следующее. Что авто юридически чистый. Здесь два владельца по ПТС. Один 6 лет, второй 3 года владеет этой машиной. В 2015 году было небольшое ДТП, так что при созвоне обязательно нужно будет этот момент у продавца уточнить. Один раз эта буханка размещалась на Авито, и по истории эксплуатации здесь видно, как вообще менялись владельцы, здесь видно прохождение последнего ТО в апреле 2021 года. В общем, в целом это неплохой вариант, и его можно добавить в избранное объявление, чтобы не потерять это объявление и далее созвониться уже с продавцом. Перед осмотром проверяйте автомобили в сервисе Автотека от Авито. Ссылка будет в описании под этим видео.
Ну, я думаю, сейчас, наверное, непонятно, да, что это за машина, какой, по крайней мере, виден объем работ. То есть, что все детали были выровнены, а после чистострой их немного, конечно, помяло. Это нормальная практика, и вот все полностью перетягивается, все полностью вышкуривается. Все грани отточены, поверхности сейчас все ровные. Уже в целом можно грунтовать, но мы сначала будем наносить жидкую шпатлевку для того, чтобы сделать такой проявочный слой. После чего уже у нас поезд заходит. После чего уже проработаем все зазоры и будем уже грунтовать покраски. Заменены короба, заменены пороги. Ну, прям основательно, короче, работа, прям совсем, я вижу. Задние крылья, восстановлена геометрия сзади, потому что, помнишь, там багажник не закрывался. Помню. Сделано просто от и до. То есть от заднего бампера до переднего. Я думаю, что зрители, наверное, тоже понимают и видят сейчас, вот здесь, вот видят просто огроменный объем работы. Это, наверное, ну, так уж вышло, что это, наверное, самая сложная машина вот в нашем таком цикле восстановления ретро-автомобиля пришлому владельцу. Самая сложная машина с точки зрения ее состояния технического. Все тачки в таком состоянии, без фар, похожи на Кобру, на Мустанг. Вот знаешь, вот, Да? вот все. Ну, вон фару так примеряли, сразу, хоп, тачка ожила, заиграла, закрыла. Сколько по времени вот, работы часов, как ты думаешь, потрачено здесь уже сейчас? Ну, вот, в принципе, работа идет каждый день. Если не, может быть, не 7 дней в неделю, но 6-1 точно. И человека по 3-4 на дне трудится. Каждый день. Каждый день. Вот, чтобы вы понимали, какой колоссальный работа, объем работы происходит здесь, чтобы вот эта история зажила. Давай, ну мы оказались в магазине. Учитывая, что холодильником Мария Тимофеевна все-таки пока не пользуется, нужно брать что-то то, что не портится. Это, кстати говоря, девочка. Арбуз девочки, они лучше. Сколько капусты? Солить. Давайте мы вам Чтобы что? До свидания. Приехали к Марии Тимофеевне, а я нет дома, судя по тому, что на двери палка на калитке. Сейчас вам покажем эту палку. Ой, какая жарень. Ой, какая жарень. Ой, как жарко. Ой, жарко. Здравствуйте. Здравствуйте. Интересно, куда ушла Мария Тимофеевна? Она в ту сторону гулять ходит к бабушкам. А, просто прогуляться, да? Спасибо. Мне нравится вот это вот, да, история? Система? Да, то есть это... Ну, как бы, меня нет дома. Наша задача – посчитать расстояние от столба до бытовки, который будет там стоять приблизительно в метрах. Ну, и, собственно говоря, дальше поехать встретиться с главой администрации и пообщаться с ней, чтобы у нас процесс был запущен работы по налаживанию здесь электроснабжения. Вообще женщина должна быть хорошая, судя по тому, что про нее говорят здесь в селе, судя по тому, что мы про нее слышали, женщина прям во. Все.
Да я бы посчитал бы вообще вот, типа, вот отсюда с запаса. Ну да, запас Давай отсюда пускай считать. Тем более она немножко вверх пойдет. Да. Будем считать шаги, правильно? Ну, я не знаю, если нечем больше. Нечем больше, что, мы без рулетки. Так, считаем шаги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ну, 21. 21? Уже поздно. 21. Значит, 25, 30. Ну, 30 метров, короче, запас. 30, да. Да. А вы можете так все встать вообще друг за друга, как будто один человек стоит, а потом раз так, оп, и все разойтись. Соседи хорошие вот здесь очень такие, ну, добрые люди. Я вообще думаю, знаешь, что вот, ну, интересно же, наверное, в данный момент зрители смотрят, ну, вот эту историю какие-то новые, которые даже не знают, что такое. Вот зашли, поясню в 2 словах. Мы в какой-то момент приехали сюда, нам написал зритель, что вот в таком доме живет бабушка. Ну и, собственно говоря, что мы сделали после этого? Мы начали действовать здесь вместе с вами, с нашими зрителями. Мы начали обустраивать ей новое жилье. Пока что, да, это выглядит вот так вот. Это всего лишь навсего столбики. Но параллельно там уже делается бытовка, которая будет, ну, несколько чуть отличаться от обычной бытовки. Все-таки немного, чтобы вас заинтриговать. Это будет не просто бытовка. Общались с соседями, подошли соседи. Вот серьезно, здесь хорошие соседи. Вот кто бы что ни писал, там что-то они помогают ей как могут, там, да, там, покушать, принести еще что-то. Ну, вот. Даже электричество. Да, электричество дали без проблем. Я предложил, говорю, может, там, ну, заплатить немножко за электроэнергию. Говорю, так ни в коем случае не надо. Это я все к тому, что очень часто есть выводы у людей в комментариях почему-то по картинке, не зная никаких вообще ничего нюансов, уже кого-то готовы там с грязью смешать. Да просто соседи. И вот просто соседи. Хорошие люди. Вот уже все. Вот, мол, тут плохо, там хорошо, поэтому там плохие. Смешно, не надо так делать. Не надо так делать. Попробуем съездить, посмотреть, там бабушка вроде ходит к каким-то другим бабушкам общаться. Туда сгоняем. Если не встретим, оставим продукты и поедем решать с электричеством. Уже нужно обратно в Москву ехать. Раз у нас так все это поменялось с бытовкой. Кстати, параллельно-то мы и в Питере. Максим, вопрос к тебе такой. Ты с нами будешь участвовать во вручении машины? Мы будем рады тебя видеть. Ну, хотелось бы, да. Я бы тоже хотел посмотреть на эмоции. Ну, отлично, человека. отлично, все. Кстати, ну, если кроме шуток, цветовая гамма интересная. Такая нежная, пастельная. Зеленый такой оставить? Да. Ну все, тогда под лак. Самая большая трудность здесь, в этом проекте? Где вы словили это конкретный... Собрать все, чтобы сочеталось, потому что так как тут были, говорю, заимствованы детали там с донора, все они отличаются по плоскостям, по зазорам, то есть чтобы одна плоскость была продолжением другой плоскости по деталям, зазоры, чтобы все были идеальные. Да, прям классно. Наваривать на торцы, говорю, все это шлифовать, удить. То есть вот это. Вот я правильно понимаю, что сейчас стало лучше, чем с завода? Да. Ну, в общем, высматриваем. Тут едем, высматриваем Марию Тимофеевну. Надо хотя бы сказать, что мы приехали, надо хотя бы сказать, что мы там оставили продукты. К ней, кстати, зрители приезжали. Мы так, не говорили, что за место, где это находится. Мы приезжали уже, мне скидывали видео, что привозят какие-то продукты, молодцы. Я здесь. Давай. Диме жарко, он в машине подождет. Ну, судя по тому, что калитка закрыта с внешней стороны. Здесь нема. Нам сказали, что она может быть и еще одной своей подружки.
рядом с подстанцией. Смотри, какой дом. Вообще просто какой-то, знаешь, как из этих, из каких-то просто фильмов. Учитывая, что 41 уже, учитывая, что температура поднимается, вряд ли бабушка будет сидеть на улице, там, на лавочке. Это безумие. Ждать ее сейчас весь день ради того, чтобы просто с ней увидеться, передать ей продукты мы не будем, в силу того, что нет просто времени на это. И сейчас, оставив продукты, решим вопрос с электричеством и в путь домой. Вот сюда вот, ну вот сюда поставим. Сколько тут мух. Сколько тут мух. Обратите внимание, кстати, на двери замок. Такой большой замок. Дом она запирает свой. Знаете, что вот самое интересное? Это вот настоящие съемки, настоящая жизнь. И вот да, бывает такое, приехали к бабушке, ее не встретили здесь, ее здесь нету. Ну, как бы, ну да, окей. Значит, в следующий раз приедем, она пусть будет, а может быть и тоже не будет. Ну, нам самим интересно, потому что мы не знаем, что будет дальше. Через 2-3 минуты после того, как вот сейчас мы будем встречаться с главой администрации, вообще встретимся или нет, должны встретиться, а вдруг не получится. И все вот так вот все время, и это интересно. Парни, а можно короткий вопрос? В день сколько часов вы занимаетесь этой машиной? Примерно. Вычесть. Ну, я уже 8 по 10 часов тут торчу. Минус обед, там переодевание, часов 9. Почти беспрерывно с ней. Это вот ты реально настолько кайфуешь? Вот так вот мы занимаемся машиной. На самом деле. Я работаю вместе с Максом. У Макса, я бы даже так сказал. У ребят. Делаю за еду фактически. Но знаешь, есть такие видосы, где там мыло режут, и они успокаивают, да, вот эти действия. Я тоже сейчас такой прям, у меня тут, знаешь, релакс. Где еще потереть? Я хочу обратиться к нашим зрителям и просто вот призвать тех, кому интересна автоматика особенно, перейти на канал Машинаторов, ссылка будет в описании под этим видео. Скажи, какие у вас еще проекты, вот прям крутые? Что вы строите? Ламботрак мы строим, буханку строим. Вот буханку строят современную. То есть концепт, да, делаем по концепту, типа буханка будущего. Короче, у ребят действительно такой прям вот полезный, крутой контент, содержательный, насыщенный и очень много интересных проектов. Будет очень здорово, если вы перейдете к ним и прям вот подпишитесь на канал, будете следить, наблюдать, поддерживать не только вот в проекте с 21-й Волгой, а и в остальных проектах. Репутация, ребят, конечно, очень крутая. Мы прям вот сейчас приехали, еще раз все это увидели, как здесь все происходит. И не только нас они выручают. В общем, со многими блогерами вместе сотрудничают, работают. Поэтому такие парни от души. Здравствуйте. Мы подъехали познакомиться. Мы... Вера Федоровна. Роман. Очень приятно. Там Дима. У нас история какая, что нам нужно было, вот мы поставим вагончик, я думаю, вообще должны были, честно говоря, сегодня выставить, но там по времени не вышло. Наверное, на следующей неделе мы приедем, нам бы к нему подключить электричество от столба. У нас в пятницу, например, РЭС будет здесь работать, то есть по уличному освещению мы заявку дали, там лампочки уличного освещения будут у нас менять. Вот в этот момент, может быть, в пятницу можно было бы. Бабушка, вот то, что она у вас там пела, она, вот у нас, если мероприятие в ДК, это, ну, сейчас вот, коронавирус там все-таки запретили,
Она всегда приходит, мы ее привозим на машине, она там поет песни, она становится перед колонкой, и вот из колонки музыка, это вот что-то у меня такой факт, доносится, и она прям перед колонкой, как вроде она разговаривает с этим человеком или там. Ну, возраст. Не, все мы разные. у Да, и каждого- кто его знает, какие мы будем, когда Я- будем старенькие, Я правильно? только что была у дедушки, вот сейчас предлагали ему в дом-интернат, и две там соседки за ним ухаживают, сын попал в больницу, а дочка отказалась. Жена умерла. И вот стали разговаривать. Я говорю, неизвестно у каждого из нас, какой будет итог. Я Нет, просто- итог будет один. Итог будет один. Ну, как мы Как к нему заканчиваем, подойдем, знаете, да. я уже говорю, ни одного человека похоронила безродных. И я думаю, я всегда, как бы, ну не только я, там и соседи, мы деньги собираем, и вещи приносим. Я говорю, неизвестно, как вот я закончу свой жизненный путь. И кто будет мне помогать или не будет. Поэтому это вещи такие. Да. Ну вы, Знаю. ну вы извините, если мы хоть как-то Да вас нет, немножко ничего. тут затронули. Нормально. У нас не было Да, такой цели. да. Не, ребят, вы нормальные. Спасибо, стараемся. Все, до Так, свидания. ладно, все, ребят, ну все, тогда жду вашего звонка. Все. Да, хорошо. Все, спасибо. Спасибо. Да. До свидания. Удачи. Да, спасибо. Мы очень часто, выкладывая видео, видим некоторые комментарии, что вот, а где бывает администрация, почему не помогает и прочее. В данной истории администрация все, что могла, для бабушки делала. Просто бабушка сама не хотела переезжать из этого дома в там, дом-интернат какой-то. Ну, построить новый дом не в силах, да, администрации. Даже, по-моему, ей предлагали куда-то недалеко переехать. Ну, куда-то ей предлагали переехать, но она не хочет сходить именно со своей земли. В общем, к чему я это все говорю? Опять же, постарайтесь, ну, если возможно, не судить о людях, не зная вообще ничего про них. И мы заметили, и заметили это уже не первый раз, что в таких небольших поселениях, там, селах, деревнях, главы администрации вполне себе хорошие люди очень часто бывают. Это обычные люди, которые звезд там с неба не хватает. Да, которые и чувствуется, что занимаются делают жителями. работу. Наверное, везде есть какие-то там исключения. Но вот как-то мы заметили зачастую, что так. Поэтому не надо писать в комментариях гадости про людей, которые все это стараются делать. Вы ничего про них не знаете. А вот, пожалуйста, хороший человек, вот прям точно вам говорю. Короче говоря, это все я к тому говорю, что вот иногда не спешите делать выводы, не зная ситуацию вот глубже. Еще один момент. Мы сейчас думаем, если успеем, заедем к дедушке Василию Алексеевичу. Это тот самый дедушка с ГАЗ-69, он здесь недалеко. И обязательно снимем с ним фрагмент в Инстаграме, в описании под роликом. Есть Инстаграм, переходите, подписывайтесь. Инстаграм нам очень важен, мы его хотим развить, поэтому если вам не жалко, если у вас есть Инстаграм, подпишитесь на него и наблюдайте там за нами, мы там тоже есть, и мы там выкладываем что-то почти каждый день. Пока. Солидно. Декорация в виде дыма.